Есть еще вопрос сложный, так как он включает в себя очень сложное слово для того, чтобы выговорить. Экзистенциональный кризис – это что и почему мы его проживаем? Слово сложное, я его не буду повторять. Я репетировала. Боюсь, не повторю с первого раза. Что это такое? Это, другими словами, кризис смысла. Ух ты. То есть, когда человек уже не... Вот те смыслы, которые двигали раньше, они перестают быть смыслами, да, давать ощущение смысла в жизни, и есть необходимость пересобрать их, то есть придумать или вытащить из себя, да, пересоздать новые смыслы. Что интересно, что этим кризисом страдают люди, как правило, в тех обществах, где закрыты проблемы выживания. Угу. То есть, когда у меня нет хлеба, у меня моих детей, про смысл жизни я мало думаю. Когда эти вещи более-менее закрыты, тогда человек, как правило, к годам 30-40 приходит к тому, что задает себе вопрос, а зачем вообще я живу, а какой смысл? Вот я каждое утро встаю, там, себя чищу, детей чищу, собираю на работу и так далее, а зачем все это? И вот этот вопрос начинает пробуждать в человеке размышления. Если человек дает этому пространство, если он позволяет себе как-то в этом побыть, они начинают бежать от этого в разного рода там, внешние зависимости и прочее, тогда эта работа приносит очень большой результат. Человек находит себя, и очень часто это выражается вовне, в новых бизнесах, в новых каких-то важных скачках в творчестве. Вот если мы увидим, посмотрим биографии творческих людей, мы это часто увидим, да, что человек в середине жизни, он так уходит куда-то, пересобирается, это может быть сложный период, связанный с депрессиями и прочее, и потом он выдает что-то гениальное. В частности, вот то, что мне близко как психологу, Карл Густав Юнг, да, основатель аналитической психологии, на которой я много ссылаюсь, которая есть базовая для меня, он в середине своей жизни, будучи уже известным психологом, вошел вот в этот кризис, и несколько лет он в этом был, но ему правда повезло, потому что у него была богатая жена, он мог себе позволить. Ничего не делать. Да. Но это такая полушутка, до этого времени у него тоже уже было имя, поэтому, ну, в общем. И он за это время написал так называемую «Красную книгу», то есть это книга его путешествия внутрь себя, в поисках вот этого глубинного смысла. И эта книга потом легла в основу очень многих его открытий, которые опередили время лет на 100, только сейчас они начинают распаковываться и быть понятными. И, кстати, «Красную книгу» он такой сделал как запрет на публикацию не ранее, чем через 100 лет, и вот сейчас она была только опубликована. Вот. Это пример того, как кризис, да, поиск смысла приводит к рождению абсолютно нового чего-то. Сейчас наша культура, она очень нацелена на достижение, на то, что давай, будь в позитивном настрое и так далее. И это здорово, да, не будь жертвой. И часто вот эти внешние посылы, они заставляют человека бежать в принципе от любого, в кавычках, негативного переживания. Вот когда я не бодр, смел, настойчив, да. Все, я какой-то не такой. И получается такой парадокс, что человек при этом теряет себя, и его творчество, его работа, это выхолащивается, оно становится таким плоским, оно становится... То есть нет глубины, нет объема в нем, потому что для глубины, для объема необходимо спуститься вниз. Пострадать. Да, и немножко пострадать, да? И немножко пострадать. И в этом тоже есть... Я как раз недавно об этом думала, о том, что вот как раз в этот период локдауна, ковида, и у меня так получилось тоже, я выпала на 2 недели, и я была в этом состоянии, когда просто остановись, в эту глубину, побудь в этом кризисе, который с тобой происходит, и выходи нормально, потому что все это время, когда хочется встать, бежать, ни в коем случае не дать возможности себе отдыхать, он немножечко меня придавливал. И вот я сейчас слушаю, и у меня откликается момент того, что сдаться и просто побыть и понять, зачем мне это сейчас пришло прямо сейчас ко мне.